Надо констатировать факт, я потерял свой дрон вместе со всеми кадрами, пытаясь заснять сверху это ущелье. Да, я приехал в шикарное место, в одно из самых красивых мест в Дагестане. Но, как вы поняли, все пошло не по плану. Это самая грустная новость за сегодня, скорее всего, его будет уже не найти. Мы с семьей приехали в Дагестан и мечтали снять большой фильм об этой республике. Фильм, полный красивых кадров с дрона. Но тут раз и... Походу, если мы дрон не найдем, то можно вообще наш блог заканчивать. В этом видео мы расскажем вам о невероятно красивом ущелье в Дагестане, о котором мало кто знает. Расскажем о том, как я потерял дрон и почти потерял надежду. Вы узнаете, как проходили поиски и чем же это все закончилось. Подписывайтесь на нас и присаживайтесь поудобнее. Мы отправляемся в место, которое я точно никогда не забуду. В этот день я ехал на съемки, совсем в другое место. В самый древний и самый южный город России – Дербент. Про Зизикское ущелье я вообще ничего не знал, и, конечно, не собирался там снимать. Я таки решил поехать в Дербент. И чтобы заснять его на рассвете, я встал ровно в час ночи, сейчас уже 1:40, и я отправляюсь в путь, чтобы успеть к первым лучам солнца. В Дербент я приехал еще ночью, чтобы снять на рассвете крепость Нарын-Кала. Это довольно-таки красивое место с богатой историей. Крепость расположена на возвышенности. С нее открывается просто шикарнейший вид на Дербент и на Каспийское море. Однозначно сюда стоит приехать. После съемок крепости я немного побродил по Магалам. Так называют старые кварталы Дербента. Походил там с камерой в руках, и немного поснимал армянскую церковь с высоты. Думал, может еще набережную сниму или дербентский стрит-арт. И вот именно в этот момент мы встретились в Дербенте с моим другом Александром. Он долгое время жил в Юждаге и путешествовал, и он же рассказал мне об одном очень крутом месте Дагестана, о котором мало кто знает и до которого совсем несложно добраться. Этих слов было достаточно, чтобы я, забыв обо всем, помчался туда. И вот я здесь, у входа в ущелье. Прибыл в одно очень интересное место. Район, как называется, не помню, но это не так далеко от Дербента. Южный Дагестан. Сейчас пройду дальше, посмотрю, откуда течет вода. Вот иду, пока не знаю, что сейчас мне тут откроется. Вот калитка мне откроется. Специальная калитка, чтобы сюда не приходил скот. Такие заборы ставят, чтобы домашний скот не уходил в ущелье и там не терялся. Проходить там людям, конечно, можно, но только не забывайте закрывать за собой. Иначе в какой-то момент кто-то из местных жителей свою корову потеряет. Именно по вашей вине. О, тут чего-то черного много. Это тутовник. Я могу перекусить здесь. Отлично. Правда, все уже пообрывали. Интересные тут звуки природы. Везде растительность, зелень, цветочки. Под ноги надо смотреть аккуратнее. Салам алейкум.
Ассаламу алейкум. Вот такая вот тут расщелина. Интересно. Вход напоминает вход в Карадахскую теснину. Вот серьезно. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ай, ты чё кусаешься? Тут какое-то растение с колючками. Ущелье притягивает взгляд и удивляет с первых шагов и первых поворотов. Необычный рельеф, таинственная атмосфера, звуки журчащего ручья. Но самое интересное ждало меня впереди. Но место тут прямо замечательное. Иду, тут не просто голые скалы, как в Карадахской теснине. Здесь еще вот растения на них растут по краям. Ручьи текут. В этом ущелье я участвую в интересном квесте. Здесь нужно пройти так, чтобы не намочить ноги. А именно вот здесь. Так. И не намочить технику, не упасть, не спотыкнуться. Так, перешел. Иду дальше. Здесь уже почва становится влажноватой. Захожу за поворот, и тут прям вообще чудо какое-то. Я прошел еще немного и услышал голоса подростков. А за следующим поворотом наткнулся на неожиданное препятствие. Салам алейкум. Каждый день сюда ходите? Интересное светлое место здесь такое. О, ничего себе, там вообще как бассейн просто какой-то. Дальше это где? Вообще далеко. Километров 7 идти, водопад есть? Да, там джунгли такие вещи. Тут, походу, мне надо уже снимать, да, кроссовки? Да, там вот отсюда. Вот это испытание, ё-моё. Дальше, походу, только вплавь. Место огонь просто. Там можно перейти, да? Нет. Местные жители соорудили здесь небольшое водохранилище, чтобы ребята из ближайшего села могли в нем купаться. Идея, конечно, хорошая, но как мне-то тут пройти? Раздеваться, что ли, а все вещи над водой пытаться пронести? К такому жизнь меня не готовила. Я даже плавки не взял и долго-долго колебался, продолжать ли мне путь дальше. Саня, ну почему ты мне об этом не сказал? Так, сейчас буду думать, что делать дальше. Дальше уже меньше, да, будет? Да. А, дрон, да. Ну, рисковаться. Из уважения к жителям Дагестана я прикрыл на видео нижнюю часть, так сказать, туловища. Если вам интересно, то раскрою секрет. Идти пришлось в трусах. Да, такой вот секрет. Местные ребята охотно помогли мне с переносом вещей и со съемкой. Дроном я управлял прямо из воды. Сейчас буду запускать дрон с воды. Самый рискованный запуск, который я когда-либо делал. Тут большие камни на дне просто вообще. Наступаешь и можешь соскользнуться. А я тут с пультом с квадрокоптера стою. Что-то я вообще рисковый человек. Что-то я все границы потерял. Надо срочно идти вперед и больше не запускать коптер в таких местах никогда. Я добрался до конца. Дальше должно быть нормально. Тут мне местные мальчишки говорят. Так что я дойду сейчас. И все будет нормально, надеюсь. С Оренбурга. Уже через пару минут я, вновь одетый, ну и довольный этим мини-приключением, которое закончилось удачно, пошел дальше, навстречу красоте.
этот сложный путь я иду не один. Со мной идут два моих местных телохранителя. Они знают тут все опасности. Какие тут опасности? Вышел. Нету, да, опасности? Там были вначале. Они со мной идут просто потому, что им это интересно. Змеи могут быть. Змеи? Да. Ядовитые? Ну, шакалы тоже могут быть. Шакалы? Ну, не будут, я думаю. Сейчас нет. Сейчас не будет. Наверное, самая главная опасность тут это скользкие камни. Да. Больше нету особо опасности. Там вон птички вверху чирикают, летают. Чем дальше мы шли, тем больше было ощущение, что вокруг настоящие джунгли. Атмосфера была просто непередаваема. Таинственная и почти не тронутая человеком природа. Тут я попал в самые настоящие джунгли, тут просто деревья наш путь окружают. Ну, это, я скажу, вообще от карадакской теснины отличается. Там просто голые скалы, а здесь идешь только растительность. Прям в лес какой-то попадаешь. И вот над нами там скала нависает. Да, красота, конечно. Если вы сюда приехали в июле, здесь были бы ягоды, ежевика и так далее. Какая еще? Бывает еще. Здесь малина бывает редко, и земляника бывает. Все. Ущелье образовалось, потому что здесь тек этот ручей, и он постепенно этот камень разбил. Раньше здесь была земля, потом вода постепенно все сточила здесь, весь этот камень. Весной мощные потоки тут идут, и, соответственно, все шире и шире становится это ущелье. Вот эти вот места, углубления, они образовываются, когда после дождей крупные грязевые потоки, ну то есть сели, они прям просто мощной своей струей ударяются об стены, отскакивают и точат этот камень и образуют вот такие вот впадинки. Запускать коптер в ущелье было не всегда удобно. Ущелье было узкое, полное деревьев, дрон здесь не ловил спутники, поэтому при полетах действовало ограничение высоты 30 метров от точки взлета, и дрон, взлетая, как бы утыкался через 30 метров в потолок. Вот это, конечно, красота тут. Камень нависает. В этом месте раньше можно было проехать даже на машине. Вот прям вот здесь можно было проехать. Здесь не было вот этих вот камней, вот этой вот грязи не было. И здесь можно было, ну, на внедорожнике проехать можно было. Соответственно, поэтому сюда человек добирался, даже сюда, и добывали здесь камень. Это, конечно, плохо, но это, слава богу, закончилось. Природа сама установила свои границы, и теперь человек сюда не попадет, только если пешком, вот так вот, и в целях посмотреть эту красоту. Вот такие вот тут камни периодически обрушаются. Интересная такая порода, они такими более-менее ровными пластами выделяются. Слоеная. Слои есть в этой породе. Вот этот вот камень, он здесь лежит недавно, он упал вон оттуда, сверху. Тут надо мной просто глыба наверху большая висит, и оттуда может камень упасть, когда дождик ливанет, когда тут будет просто какие-нибудь потоки грязевые с дождем. Они шухер наведут, и камни начнут сыпаться. Вот сколько камней тут всего посыпалось. И по всему ущелью вот такое. Ну, конечно, место необычное такое, менее известное, намного менее известное, чем Карадакская теснина. Но оно очень стоящее. А здесь мы вплавь пойдем. Я уже не обращаю внимания на то, что у меня промокли кроссовки. Вот здесь папоротник растет. Занесен в Красную книгу. Здесь его много вот тут растет. Вдоль ручья этого. Уникальное место. Это тис. Похоже очень на елку. Вот здесь тоже наверху растет тис. Прямо со скалы. Конечно, такой мощный тис.
Потому что в камне расти, это так то еще удовольствие. Ох, тут просто атмосфера, как реально в каких-то джунглях. Большое-большое ущелье. Глубина ущелья, по моим прикидкам, была метров, 50-100. Позже я замерил глубину на Google картах в одном из самых глубоких мест ущелья. Она оказалась выше 200 метров. Мы много останавливались. Я просто залипал на эти виды. Природа творит чудеса. Красота над головой. Не верилось, что мы еще в Дагестане. Казалось, что здесь мы можем встретить тропических животных, а то и вовсе сохранившихся динозавров. В походе меня сопровождал местный житель по имени Али. Да, здесь, в горных селах, люди скромные, стеснительные. Поэтому вот я встретился с хорошим, добрым человеком, который вызвался меня проводить, но попросил его не снимать, потому что хочет делать добрые дела молча. Да, конечно, поражает это место. Тут такие нависающие глыбы, вымытые селями. Это река Карчаксу. Раньше она была больше, но сейчас она обмелела, скорее всего, из-за того, что не было долго дождей. Здесь вот следы от копыт. Еще какие-то надписи. Здесь, видимо, поднималась сюда лошадь. Но горные лошади, они многое могут. Эти копыта здесь неспроста. Существует легенда, по которой здесь на лошади в гору поднималась девушка. И вот так вот она по тропинке вверх поднималась. И вон там идет тропинка еще. Высоко уходит она в горы. В общем, легенда эта не имеет конца, потому что непонятно, куда она там ушла. А сейчас мы посмотрим, куда именно она ушла, потому что у меня есть квадрокоптер. Мы раскроем вообще все тайны здесь, в этом ущелье. Нет, не узнаем. Достигнута максимальная высота. 30 метров. В общем, дела такие. Тайна не осталась раскрытой, спутники не ловят. Поэтому эта легенда останется легендой. Ну, сама легенда хочет жить дальше. Потихоньку, незаметно, но неумолимо наступил вечер. Уже 5:30 вечера, поэтому я решил пойти назад. Ну, не в этот раз, так следующий. Когда-нибудь, может быть, я сюда вернусь. По крайней мере, того, что сейчас я увидел,
мне просто хватило, потому что тут очень большая красота. Я хотел выйти из ущелья и доехать до его края уже сверху, до наступления заката. Кадры оттуда точно получились бы эпичными. Когда мы переходили уже известную вам запруду недалеко от входа в ущелье, Али помогал перенести мне сумку с дроном. Но поспешил и подскользнулся. И упал в воду с моим дроном! Я вот вообще испугался и, честно говоря, прикидывал, стоит ли мне уже попрощаться с техникой. Смотрите, это моя сумка от квадрокоптера. И тут осталось все сухое внутри. Вообще удивительно, тут, может, маленькая капелька туда залетела. А все почему? А все кто виноват? Поэтому, если вы будете приходить сюда, то будьте внимательны и осторожны. По камням, по скользким надо ходить максимально аккуратно. Иначе можно окунуться самим и испортить свои какие-нибудь вещи. Мне прям очень повезло. Я прям сейчас самый счастливый человек. На такой вот радостной ноте, и чтобы успеть, пока не стемнело, мы помчались наверх. Выхожу отсюда, немного уставший, немного мокрый и грязный. Вот, настолько грязный. Вот, штаны испачкались все. Сам я тоже не самый чистый. Но зато довольный и полный впечатлений. Место просто шикарное. Оно не такое высокое, да, как Карадахская теснина. Но мне кажется, оно живописнее, потому что тут есть зелень. И тут такие разные повороты, и тут оно намного длиннее. Ты не знаешь, что будет дальше. И мы так и не дошли до конца. И там еще долго идти до конца. Это просто ущелье космического уровня. Вот там ущелье где-то. Мы сейчас идем, чтобы поснимать с квадрокоптера сверху. Вот тут не самый простой спуск по листьям. В воздухе на тот момент была небольшая дымка. Но это не помешало увидеть, что сверху ущелье выглядело не менее прекрасным. Ну вот вы посмотрите просто, до чего же волшебное место. Связь с дроном не восстановилась ни через 5, ни через 10, ни через 20 минут. Сначала я надеялся, что он вернется. Ну, просто он всегда возвращался. Потом ходил по краю обрыва, надеясь поймать связь. Но все было тщетно. Надо констатировать факт, я потерял свой дрон вместе со всеми кадрами. Пытаясь заснять сверху это ущелье. Это самая грустная новость за сегодня. Последнее местоположение зафиксировано, но он мог упасть куда угодно вблизи. Поэтому неизвестно, скорее всего его будет уже не найти. Но можно попробовать, пока еще не до конца стемнело. Я очень огорчен. Походу, если мы дрон не найдем, то можно вообще наш блог заканчивать, я не знаю. Это вообще жесть, конечно. Это будет жесткий контент. Тут точно приводит? Да, конечно. Что-то твое, даже не переживайте. А мы в темноте вернемся потом? Да. Али хорошо знал эту местность, и он сразу же выразил готовность мне помочь в поисках. Налево, сюда. Я не вижу дороги вообще просто. Точно знаешь? Конечно. Вот сюда налево? Да. Там уже прямая дорога. Пробуем, делаем попытку найти дрон. У меня вообще подавленное настроение. Но может быть дрон еще, если упал куда-то, то он может быть еще не выключился. Может быть аккумулятор еще не вылетел. Поэтому шансы сохраняются. Но я что-то думаю, что это все, это конец. Это прямая дорога в самый низ, к
тому месту, где потерялся дрон. Она есть. Уже сейчас темнеет, не знаю, наши шансы, конечно, очень маленькие. Но надежда умирает последней. Это экстремальный туризм, дороги тут нет. Сплошная трава. Тут когда-то была дорога. И мы едем примерно по ней. Ты говорил, мы проедем. Проедем, не переживай. Капец. Направо. Дорогу не видишь? Нет, вообще не вижу. А направо ехать. И все прямо. В этом месте, как вы видели, очень много деревьев, кустарников и скал. Даже перемещаться там было проблемно. К тому же я мог только гадать, что было с дроном после потери связи. То ли он возвращался назад, и что-то этому помешало, то ли просто датчики внезапно отказали, и он ушатался об скалы, то ли он врезался в скалы из-за порыва ветра, то ли столкнулся с большой птицей. Вариантов было много, а шансов найти дрон – мизер. Ой, тут крупнее дорога. Конечно. А можно ехать. Только туда не упади, там деревяшка какая-то справа. Там его не видно. Надежда умирает последней, поэтому мы идем пешком, оставили машину. Нам идти, может быть, придется не очень быстро. Надеемся до полной темноты успеть. И может быть, крохотный есть шанс, что дрон пискнет, даст нам знак, если он еще не до конца разрядился. Подошли к краю ущелья, надо немножко в обход пойти. Спасибо. Все. Дрон мы не нашли. Возвращаемся. Это конец. В этот момент я даже думал плюнуть на все. Вернуться в Каспийск и закончить наше путешествие почти в самом начале. И вот на такой вот печальной ноте. Тогда бы я потерял еще и много красивых кадров, которые были на флешке и исчезли вместе с дроном. После разговора с женой я поступил иначе. Переночевал в Дербенте, хорошенько отоспался и со свежей головой решил так. Я вернусь в ущелье и сделаю попытку отыскать дрон. По дну ущелья я дойду до того места, откуда прилетели в пульт последние координаты. И буду искать вокруг этого места весь оставшийся день. Если я после этого его не найду, то тогда уже попрощаюсь с дроном окончательно. Дрон у меня был DJI Mavic Air 2. Я отыскал в приложении DJI Fly логи последнего полета, забил последние координаты в Яндекс.Картах, на всякий случай сделал скриншоты спутниковых карт. Чтобы в случае, если вообще все заглючит, оставалась возможность ориентироваться на местность. По логам последнего полета было очевидно, что связь с пультом сохранялась еще некоторое время, когда уже пропало изображение на пульте. Смотрю логи полета. Здесь видно, куда дрон летел и что потом с ним стало, что с ним было изначально. Вот, 84% зарядки изначально было. Вот что происходит дальше с дроном. Дальше домашняя точка обновлена, высота возврата 200 метров, что выше вообще всего на свете. Тут все было нормально, никаких сообщений, он летит. Дальше довожу до конца. Опа, вот здесь сейчас будут сообщения. Вот он летит дальше. Слабый сигнал, поправьте антенны. Потом ошибка датчика, потеряна связь с пультом. Потом ошибка датчика опять. Дрон не подключен к пульту. Ошибка датчика. Слабый сигнал GPS и максимальная нагрузка на дрона появилась. Снизьте высоту и будьте осторожны. Может быть, он все-таки полетел назад, но не долетел? Вот это вопрос. Если дрон упал в том месте, откуда он передал последние координаты, то значит искать его стоит в лесу на склоне горы. На очень крутом склоне горы. Оттуда поиски и начну. Я хотел отправиться в горы на поиски дрона вместе с Али, который эту местность знает лучше, чем я. Ну и вдвоем шансов найти дрон, конечно, было бы больше. Но Али сейчас пока еще дома не оказалась, он в соседнем селении и скоро должен вернуться. Надеюсь, что скоро. Ну а меня, конечно, по традиции угостили пирогом, соком. В лучших традициях Дагестана. Неожиданно ко мне присоединился целый поисково-спасательный отряд. Али днем работал, но попросил своих братьев помочь мне в поиске.
Хочу поблагодарить Али и всех его братьев за готовность помочь, абсолютно чужому для них человеку, каким был я. Это был не первый и не последний случай, когда я столкнулся с тем, что Дагестан поражает не только красотой своей природы, но добротой, отзывчивостью и неравнодушием его жителей. Я не дождался Али, и в итоге мы пошли с его братом, да, ты брат Али? Да. Потому что времени терять не надо, у нас есть несколько часов, чтобы его найти, пока еще светло. Вот, мне дали вот такие вот сапоги, чтобы по воде было удобнее ходить, чтобы мы быстрее дошли. Ну а Кудрат в сланцах идет. Может быть, он найдется когда-нибудь и после, но думать об этом не хочется. Хочется найти его именно сегодня и самим. Вот опять эта калитка, и мы заново идем по тому же самому пути. Путь туда нелегкий, но и по горам будет искать тоже. Не самое простое занятие. Может, придется подниматься даже куда-нибудь высоко на склоны. Ты здесь хорошо знаешь местность? Да, я все знаю. Как думаешь, найдем? Думаю, что да. Ну, Кудрат вообще оптимист. Мне бы такой оптимизм. Теперь в этих ботах, в этих резиновых сапогах, которые мне дали, у них идти гораздо проще, можно спокойно идти по воде. В кроссовках, конечно, у меня вода просто заполняла все кроссовки. Здесь тоже людно, как и вчера. Даже еще больше, мне кажется, людей. Давно не виделись? Здравствуйте. Салам алейкум. Сегодня ваш YouTube смотрел. Дай. Молодцы. Вот, стоило пойти, и уже наш YouTube смотрит. Сейчас опять предстоит это испытание пройти через эту запруду. Наверняка что-то осталось. Да, вода. Капает. Рюкзак, прости. А камера, полезай в карман. Я был, конечно, опустошен потерей дрона. Но пока какая-то надежда найти его еще оставалась, я решил, что буду снимать все, что происходит. Вот такой мой поисково-спасательный отряд. Спасаем дрона сегодня. 3 местных джигитов, и я не местный джигит. Сегодня, конечно, я чуть в более оптимистичном настроении, чем вчера. Хотя уже это, можно сказать, когда улыбка идет в самой безнадежной ситуации, вот это состояние можно так назвать. Потому что дрон сейчас новый купить не смогу. И съемки фильма вообще под капитальной угрозой про Дагестан. Но мое опустошение было недолгим, оно сменилось скоро совсем на другие эмоции. Чем дальше мы шли вглубь по ущелью, тем легче и веселее становилось у меня на душе. Это ущелье обладает удивительной энергетикой. Находясь в нем, я просто зарядился силами и энтузиазмом. Еще несколько поворотов и будем на месте. В менее стрессовой ситуации я бы просто наслаждался тем, что тут есть. Но сейчас не до этого. Сейчас надо идти спасать, находить во что бы то ни стало этот дрон. Там и кадры спасти, и сам дрон, чтобы мне дальше продолжать снимать красоту Дагестана. Вот, здесь пролетал дрон, и мы сейчас прям очень близко находимся от этого места. Прям еще чуть-чуть, и мы дойдем до него. Вот за этим утесом, который там вверху вырисовывается. Надо посмотреть, где мы находимся. Вот как раз тот поворот, где я стоял и запускал дрон, вот здесь. И вот как раз нам надо пройти дальше, выше. И вот где-то вот здесь искать, начать поиски, потому что он где-то тут остался. Ну, вперед, вперед и с хорошим настроем. На каком языке я разговариваю? Лезгинский. До этого я только встречался с людьми, говорившими на аварском. Дагестан — многонациональная республика. Уже подходим где-то к этим местам. Он вверху в самом виднеется. Он вверху, самый дальний. Это, по-моему, левый утес из тех, между которыми пролетал дрон. Нам еще немножко осталось. И дойдем мы до правого утеса.
за которым этот дрон может лежать. Сейчас мы находимся на том месте, где Али рассказывал про легенду, но дрон залетел за это место даже, поэтому идем в те места, куда мы не доходили, там и должен быть дрон. Эту воду можно пить. Наши поиски будут идти долго, поэтому почему бы не попить этой водички? Это очень облегчает нам жизнь. Не надо с собой носить бутылку, тут есть ручей. Вот примерно вот в этих окрестностях вокруг меня где-то должен быть мой дрон. Ну, высока вероятность, что он здесь. Здесь по склонам мы вверх пока что поднимаемся, чтобы сверху лучший обзор был. И я переобуваюсь вот в свои кроссовки. Как думаете, каковы шансы, если дрон застрял вот где-то на таком дереве? Его, во-первых, найти, а во-вторых, за ним подняться, тоже деревья высокие. Ну, можно покачать деревья, конечно, но еще не факт, что он на них. Он же мог упасть и не на них, он же мог упасть вниз, в кусты. Поэтому надо глаза просто иметь и на спине, и сбоку, и сзади, вообще везде, чтобы найти этот дрон. Нам очень повезет, если мы его найдем. Вон там, впереди, это левый утес, мимо которого пролетал дрон. Вот это правый утес, мимо которого он пролетел. Он залетел за него, и вот здесь вот, на этом склоне, его и нужно где-то искать. Вот среди вот таких вот деревьев. Здесь вот кто-то, какие-то сверчки, что ли, или кто это вот так вот стрекочет. Каковы шансы найти теперь, вот когда ты видишь эту обстановку? 50 на 50. Ты как думаешь? Без комментариев. Виды, конечно, красивые. Ими можно наслаждаться и наслаждаться. Но надо идти искать дальше. Пить хочется. Мы совершили ошибку новичка. Мы не набрали воды в бутылку, не положили мне в рюкзак, а ведь он у меня вон за спиной есть. Мы пришли примерно на то место, где должен быть дрон. Вот здесь где-то на ветках деревьев. Он потерял связь. Ну как его найти в таких джунглях, черт возьми? Это же просто нереально. Нереально. Но мы будем пробовать. Пока время есть, надежда еще есть. Поиски продолжались уже 3 часа. Стало очевидно, что дрона в месте последних координат нет. Мы истоптали это место, вдоль и поперек, ходили вокруг него кругами, но ничего не находили. Шансов найти тут мой дрон было столько же, сколько искать иголку в стоге сена. В какой-то момент 2 ребят из нашего отряда сказали, что пойдут искать дрон внизу. Позже они признались, что уже думали возвращаться домой. Наша команда немного разделилась. 2 участника ушли вперед, и сейчас что-то нам кричат. Чего они нам кричат? Нашли, говорят? Честно говоря, я не верю. Нам, скорее всего, придется вернуться обратно. Вот в таких местах мы проводим поиски. Эти ноги просто едут. Здесь уже чьи-то ноги проехались. Это увлекательный аттракцион, но очень опасный. Что, правда нашли, кричат? Да. Капец, неужели? Может быть, это не мой дрон, а чей-то другой нашли? Уже не раз нам кричали. Блин, я не знаю, зачем они нас настойчиво так зовут уже очень долго. Нашли? Покажи! Дрон нашли? Да ладно! Да ладно! Да серьезно, что ли? Нет? Теория вероятности нервно курила где-то в сторонке, когда я осознал, что дрон, нашелся. У него все сломано, у него камеры нет. Он в раскорячку, вот смотри просто. Он походу просто падал, упал, столкнулся с чем-нибудь. Флешка осталась целой. Подвес, капец, это ремонт в тысячи, просто десятки тысяч вылезет. Он просто оторван. Подвес надо искать, где он там был. Где он лежал, там не было камеры? Нет. Сейчас поищем, да? Мы там поискали немного.
Ну, блин, мы его нашли. Мы от радости побежали Мы сюда. его нашли. Блин, я не знаю, нам, может быть, этот ремонт в стоимость этого дрона обойдется, но найти дрон в этом лесу, я его вряд ли восстановлю, мне кажется. Вот смотрите, просто камера главная. Камеры нет, она оторвана. Все ручки в хлам, кроме одной. Одна осталась. Его собрать, я не знаю, какой мастер это сделает, чудо-мастер. Еще в плюс надо камеру заказывать со стабилизатором. Тут все порвано, все провода порваны, это надо новое заказывать. Я испытываю радость, что мы нашли. Это чудо, это реально чудо. Но я испытываю большое разочарование, потому что его придется восстанавливать. Его, может быть, даже нереально будет восстановить. А где боты вообще? Сейчас мы пойдем за ботами. Там немножко надо будет подняться, там немножко мы поднимаем. Где дерево? Как мы его нашли? Как? Кто нашел? Кто нашел? Вот он. Ну, наведи на него камеру, пошли. Звезда. Ты просто герой вообще, просто герой дня. Он нашел этот дрон. Покажешь, где нашел? Да. Он С там одной не стороны, нам повезло, он упал, да, на тропу почти, да? Да, на берегу были. На берегу реки упал. Он мог упасть в лес, в Повезло, любое повезло. место. Он же летел над лесом прям. Но он упал именно на тропу. Далеко еще? Очень повезло, что дрон не упал в воду. Потому что если бы он упал в воду, то мы могли бы флешку не восстановить. А флешка была внутри, и с ней, походу, все в порядке. И мы просто, представляете, мы просто сейчас увидим, как этот дрон куда-то, походу, врезался или что с ним происходило вообще. Мы сейчас идем вот тут, да, где-то прям нашли. Ты вот здесь прям был? А батарею где нашли? Вот здесь был дрон. Вот здесь вот так вот он лежал, да? Там еще запчасти маленькие были. Где? Надо все брать. Все запчасти. Какие запчасти были? Надо их взять пока по карманам, а потом положить в пакет. Вот здесь он вот так лежал. Да. Ребята его нашли. Ну, это просто ты герой сегодняшнего дня. Вы уже ушли домой, да? Ну, практически, да. Мы вас все равно не бросили бы. Здесь ищем, где может быть подвес от дрона. Вот он подвес. Подвес нашел я. Да, подвес камеры. Возможно, это мне в чем-то поможет, но я сомневаюсь. Скорее всего, это уже просто расходный материал. Как мы это сделали? Все, пошли, мы уже больше, нам тут ничего не нужно, потому что от дрона от этого остались просто одни ошметки. Это действительно мой дрон. Я в шоке просто. Я же говорил, найдем. Я не знаю, это... Ну, ты понимаешь, насколько это случайность? Потерял он сигнал вон там, наверху, где мы были. Ну, Вон там. Он там потерял сигнал. Я ему вообще Не говорил, знаю, как что сюда мы его не попал. найдем. Конечно, мы его не должны были никак найти. Мы нашли его перемолотый, но... Ну, блин, нельзя сказать перемолотый, но целый. Перемолотый, но не до конца. Тут он повредился так, что аккумулятор, вот я с собой ношу, второй, он даже не вставляется сюда вот. Но он настолько повредился, что походу он вообще не восстанавливаемый. Это все, это шлак. Грустно, но то, что мы нашли, конечно, это чудо. Грустное чудо. Как говорит мой брат, это ежевичный случай. Мы попали в ежевику, а еще мы нашли вот этот дрон. А теперь мы ищем другую вещь, боты, которые я оставил тут. Немного мы где-то забрались, и теперь их надо найти. Коптер нашли. Боты, что ли, не найдем после этого? Надо было на них GPS-трекер вешать. Поисково-спасательный отряд мы нашли. И коптер нашли, и боты нашли вот эти. Мы все нашли. Так что, если у вас что-то потерялось, обращайтесь к нам. Вот так вот гуляем. Со сломанным, подломленным, уничтоженным просто бывшим моим красавцем. Зато сохранились кадры Дербента и ущелья, которыми вы любовались в этом видео. А еще мне удалось восстановить тот самый поврежденный файл с последними кадрами жизни дрона. И теперь мы с вами сможем хотя бы узнать, что же с ним все-таки случилось, когда пульт потерял с ним связь.
Вот дрон летит между скалами. Двигаем дальше. Дрон остановился. Скорее всего, в этот момент он потерял сигнал. В таком случае, по заложенной в нем программе, он должен будет подняться наверх и вернуться к точке, откуда я его запускал. Так и есть, он начал подниматься. Обратите внимание, перед камерой дрона пролетело перо. Это явно перо птицы. Скорее всего, птица атаковала дрон, и перо было срезано пропеллером. Опа! Внезапно дрон меняет направление полета и летит в лес. Что же это значит? Отказал пропеллер, может быть, и его понесло туда? Пока непонятно. Но самая большая аномалия начинается вот с этого момента. Дрон начинает лететь назад и вверх. Летит он не очень ровно, периодически в кадр попадает одна из его частей. Это наводит на мысль, что не он летит, а его тащат. Я сделал вывод, что дрон, скорее всего, атаковала хищная птица, а в самом конце схватила и шандарахнул его об скалу. Теперь он мертв. А дальше вас ждут новые видео про места, которые поразили меня в самое сердце, а также финальный большой фильм про Дагестан. Да, сначала мы действительно думали, что нам придется возвращаться из Дагестана, но нам удалось сделать несколько вещей. Мы продали останки разбитого дрона на запчасти за 10 тысяч рублей. Еще собрали 37 тысяч рублей с помощью наших неравнодушных подписчиков в Инстаграме и в Ютубе. Спасибо огромное тем, кто причастен к этому. Именно благодаря вам нам удалось продолжить и благополучно завершить съемки в Дагестане. Ну, наконец, я продал пульт от дрона и еще часть своего оборудования для съемок, чтобы купить его, новый дрон. Этот красавец помог нам снять еще много красоты Дагестана. Новый коптер еще до сих пор жив и вернулся вместе с нами в Оренбург. С его помощью мы уже сняли и выпустили фильм про восхождение на Шалбуздак, одну из самых красивых гор Дагестана. Фильм вышел на нашем YouTube-канале. Ссылку вы найдете в описании. Подписывайтесь на нас, ведь дальше будет еще круче, красивее и интереснее. Вот, машина у меня теперь не заводится. Ключ пищит. Видимо, попал в воду или что. С ним не так. Она не заводится, когда я вставляю его, поворачиваю. С ключом сделать ничего не могу, батарейку менял.